Меня зовут Сергей Иванович, и мы рады приветствовать вас на канале «Доктор Здоровья». Сегодняшний разговор о проблеме, о которой редко говорят вслух, но с которой сталкиваются миллионы людей после 40 лет. Вздутие живота. Тяжесть, распирание, чувство, будто внутри надутый шар. Это может случаться утром, после еды или к вечеру, и многие уже считают это нормой возраста. Но старые врачи учили иначе. Они говорили, если живот регулярно вздувается, организм подает сигнал. И если понять этот сигнал, можно значительно облегчить состояние. В этом видео я спокойно и по шагам объясню, что нужно делать, какие простые упражнения помогают кишечнику работать правильно, какие народные средства использовали еще в советских клиниках и почему аптечные таблетки часто лишь маскируют проблему. Обязательно досмотрите видео до конца. В финале я расскажу о привычке, которая за 3 минуты в день меняет саму причину вздутия. И сразу напомню, если вам полезна такая информация, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это помогает нам продолжать. Сначала важно понять главное. Вздутие – это не плохая еда и не слабый желудок, как привыкли думать. Старые гастроэнтерологи говорили, в 80% случаев причина – застой. Застой пищи, газов и слабая работа кишечных мышц. С возрастом мы меньше двигаемся, едим быстрее, пьем холодную воду и часто едим на фоне стресса. Все это замедляет пищеварение. Поэтому первое правило, которое я всегда повторяю, не бороться с симптомом, а помогать телу двигать пищу правильно. Именно поэтому народные методы часто работают мягче и надежнее таблеток. Они не глушат, а запускают процессы. Уже через несколько минут я покажу простое дыхательное упражнение, которое применяли еще врачи-реабилитологи в санаториях. Оно безопасно, подходит почти всем и дает ощущение легкости уже в первый день. Если вы хотите узнать, почему обычное дыхание может убирать вздутие, оставайтесь со мной и не забывайте про лайк. Теперь первое средство, о котором редко говорят. Это теплая вода с семенами укропа. Не отвар на глаз, а правильная пропорция. Берем 1 чайную ложку семян укропа, заливаем 250 мл горячей, но не кипящей воды. Накрываем и настаиваем 15 минут. Принимать нужно по половине стакана медленно, маленькими глотками, за 20 минут до еды 2 раза в день. Старые врачи объясняли, укроп не просто убирает газы, он расслабляет стенки кишечника и помогает газам выходить естественно, без спазмов. Важно не пить холодным и не добавлять сахар. Курс 7 дней, затем перерыв. Многие совершают ошибку, выпивая сразу полный стакан. Так эффект хуже. В следующем абзаце я расскажу, почему именно поза тела после приема этого настоя усиливает эффект в 2 раза. И если информация полезна, поддержите канал подпиской. А теперь ключевой момент, который обычно упускают. После любого приема пищи или настоя нельзя сразу садиться или ложиться. Старые терапевты учили простому упражнению, которое называли «мягкая волна». Делается стоя. Поставьте ноги на ширине плеч, слегка согните колени. Медленно вдохните носом, выпячивая живот. Затем также медленно выдыхайте ртом, подтягивая живот к позвоночнику, будто застегиваете тесный ремень. Делайте 10-12 повторов без усилий, 2 раза в день. Это упражнение мягко массирует кишечник и помогает газам выходить без боли. Именно на этом моменте многие впервые чувствуют облегчение. И дальше будет еще важнее. Я объясню, какой продукт утром вызывает вздутие даже у здоровых людей и чем его заменить. Не переключайтесь и, пожалуйста, поставьте лайк прямо сейчас. И еще один важный совет из практики старых врачей. Никогда не запивайте еду холодной водой. Холод гасит пищеварительный огонь, замедляет ферменты и усиливает брожение. Вместо этого 2-3 глотка теплой воды или ромашкового настоя. Ромашка готовится просто. 1 столовая ложка на 300 мл воды. Настаивать 10 минут, пить после еды. Она снижает воспаление и успокаивает кишечник. Но это только начало.
Впереди разговор о завтраке, который провоцирует вздутие, о вечерней привычке, из-за которой живот надувается к ночи, и о простом приеме перед сном, который используют до сих пор врачи старой школы. Все это дальше по порядку. Теперь поговорим о завтраке. Именно он чаще всего запускает вздутие на весь день. Старые диетологи говорили прямо: утренний желудок самый уязвимый. Холодный йогурт, бутерброды с белым хлебом, сладкий чай – все это вызывает брожение уже через 30-40 минут. Поэтому правило простое. Утром нужна теплая и простая еда. Лучший вариант – овсяная каша на воде. Не быстрого приготовления, а обычная. 3 столовые ложки овсяных хлопьев на 250 мл воды. Варить 5-7 минут. Добавить можно щепотку соли и чайную ложку льняного масла. Старые врачи ценили овес за способность собирать газы и мягко очищать кишечник. Есть нужно не спеша, в тишине. И запомните, даже полезная еда не работает, если есть на бегу. Если это открытие для вас, поддержите канал лайком. Дальше будет еще важнее. Отдельно хочу сказать о льняных семенах. Это средство использовали еще земские врачи. Но применять их нужно правильно. Берем 1 чайную ложку семян льна, заливаем 200 мл теплой воды, оставляем на ночь. Утром выпиваем всю жидкость вместе с набухшими семенами за 30 минут до еды. Это не слабительное в привычном смысле, а регулятор. Лен смазывает стенки кишечника, снижает раздражение и помогает пище проходить без застоя. Курс – 5 дней, затем перерыв минимум на неделю. Важно, в эти дни пить не менее 1,5 литра воды. Именно сочетание воды и льна дает эффект. В следующем абзаце я расскажу про упражнение, которое делают даже сидя, и которое особенно полезно тем, кто много времени проводит за столом. Это упражнение старые врачи рекомендовали всем после 50 лет. Называли его просто «пробуждение кишечника». Сядьте на стул, спина прямая, стопы полностью на полу. Положите ладони на живот. На вдохе слегка надавите ладонями и выпятите живот. На выдохе мягко втяните живот и усильте давление ладонями. Движения плавные, без боли. Делайте 15-20 дыхательных циклов 1-2 раза в день. Это улучшает кровообращение и активизирует перистальтику. Многие замечают, что уже через несколько дней уменьшается чувство распирания. Главное – регулярность. И запомните, кишечник любит ритм. Если вы хотите, чтобы такие простые методы доходили до большего числа людей, подпишитесь на канал прямо сейчас. А теперь важный момент, о котором почти не говорят. Вечернее вздутие часто связано не с ужином, а с тем, как вы сидите днем. Сгорбленная спина, сжатый живот, долгие часы без движения буквально пережимают кишечник. Старые врачи рекомендовали простую привычку – каждые 40 минут вставать и делать 1 минуту ходьбы. Ни упражнения, ни зарядку, просто пройтись. Если есть возможность, добавьте наклоны в стороны по 5 раз. Это улучшает отток газов. Именно эта мелочь часто решает проблему, когда все настои уже перепробованы. В следующем абзаце я расскажу о вечернем напитке, который готовили в больницах еще 40 лет назад. Этот напиток называли успокаивающим для живота. Смешайте 1 чайную ложку мяты, 1 чайную ложку фенхеля и щепотку тмина. Залейте 300 мл горячей воды, настаивайте 15 минут. Пейте за 40 минут до сна, теплым. Он снимает спазмы, уменьшает газообразование и помогает спокойно уснуть без тяжести в животе. Важно не добавлять мед и не пить сразу после еды. Это средство особенно полезно тем, кто чувствует вздутие именно вечером. Но дальше будет самый неожиданный момент. Одна привычка перед сном, которая перечеркивает все усилия. Обязательно досмотрите продолжение. Теперь та самая привычка перед сном, которая сводит на нет все усилия. Старые врачи предупреждали, ложиться спать с полным животом – прямой путь к вздутию, даже если ужин легкий. Причина простая. Ночью кишечник работает медленно, пища задерживается, начинается брожение. Поэтому правило четкое – последний прием пищи за 3 часа до сна. Если появляется голод, допускается только теплый травяной настой или стакан теплой воды.
Никаких яблок, кефира или печенья на ночь. Именно эти мелочи чаще всего вызывают утреннюю тяжесть. В следующем абзаце я объясню, почему даже полезные фрукты вечером могут усиливать вздутие и что делать вместо этого. Фрукты вечером – частая ошибка. Яблоки, груши, виноград содержат фруктозу и клетчатку, которые вечером перевариваются хуже. Старые гастроэнтерологи говорили, фрукты – это еда для первой половины дня. После 16-17 часов они начинают бродить, особенно у людей старше 40 лет. Если хочется чего-то легкого, лучше выбрать запеченное яблоко без кожуры или чашку ромашкового настоя. Именно такие простые замены снимают вечернее распирание. И здесь важно не количество, а время. Если вы сейчас ловите себя на мысли «так вот в чем дело», поставьте лайк. Это знак, что информация доходит. Теперь упражнение, которое старые врачи рекомендовали делать перед сном, прямо у кровати. Лягте на спину, согните ноги в коленях. Медленно подтяните оба колена к груди, обхватите руками и задержитесь на 20-30 секунд. Дышите спокойно. Затем опустите ноги. Повторите 3 раза. Это упражнение помогает мягко вывести газы и снять напряжение кишечника. Делать нужно без рывков. Если есть боль, амплитуду уменьшить. Многие недооценивают этот прием, а именно он часто дает ощущение легкости ночью и утром. Дальше я расскажу о продукте, который незаслуженно забыли, но который старые врачи считали основой питания. Речь идет о гречке. Не жареной, не с молоком, а обычной, на воде. Старые терапевты называли ее «тихой кашей». Она не вызывает брожения и дает чувство сытости, без тяжести. Готовить просто. Половина стакана гречки на 1 стакан воды. Варить до готовности, без масла и сахара. Можно добавить немного соли. Есть лучше в обед или на ранний ужин. Гречка помогает нормализовать работу кишечника и уменьшить газообразование. Именно такие простые продукты часто работают лучше экзотических диет. В следующем абзаце главный принцип, который объединяет все сказанное. И вот теперь главное, что всегда подчеркивали врачи старой школы. Кишечник любит спокойствие и регулярность. Не резкие изменения, не таблетки на всякий случай, а простые действия каждый день. Теплая еда, движение, дыхание, правильное время приема пищи. Если делать это регулярно, вздутие постепенно уходит. Не за один день, но надолго. Дальше я подведу итог, напомню ключевые шаги и скажу, какой один момент чаще всего игнорируют даже те, кто все делает правильно. Обязательно досмотрите до конца. Перед тем, как подвести итог, я обязан сказать о моменте, который чаще всего игнорируют даже самые дисциплинированные люди. Это спешка во время еды. Старые врачи говорили, желудок не любит суеты. Когда человек ест быстро, заглатывая воздух, кишечник автоматически наполняется газами. Поэтому правило простое. Один прием пищи не меньше 15 минут, даже если это каша или суп. Жевать медленно, не отвлекаясь на телефон и новости. Именно эта привычка иногда решает проблему вздутия без всяких настоев. И если вы досмотрели до этого момента, значит, тема действительно важна. Поддержите канал лайком. Это лучший знак обратной связи. Теперь давайте соберем все в понятную систему. Утро, теплая вода, спокойный завтрак, без холодных продуктов. День, движение, ровная осанка, дыхание. Вечер, легкая еда, без фруктов и перекусов на ночь. Перед сном простое упражнение и травяной настой. Ничего сложного, ничего дорогого. Именно так работали врачи, у которых не было современных препаратов, но были результаты. Они лечили не симптомы, а образ жизни, и это особенно важно после 40-50 лет, когда организм требует уважения, а не насилия таблетками. Хочу подчеркнуть, все, о чем я рассказал, не требует героизма. Не нужно делать все сразу. Начните с одного шага – теплой воды утром или упражнения вечером. Организм сам подскажет, что ему подходит. Вздутие – это не приговор и не возрастная норма. Это сигнал, что телу нужна помощь. И когда эту помощь дают правильно, мягко и регулярно, результат обязательно приходит. Если у вас есть свой опыт или вопросы, напишите в комментариях. Я всегда читаю и стараюсь отвечать.
Если это видео оказалось полезным, обязательно поделитесь им с теми, кому это может помочь. Очень часто люди годами терпят вздутие, считая его чем-то постыдным или неизбежным. А решение рядом, простое и понятное. Именно для этого мы и ведем канал «Доктор Здоровья», чтобы говорить о важном, спокойно и честно. И если вы хотите получать такие разборы регулярно, подпишитесь на канал. Впереди много тем, которые действительно меняют самочувствие. Благодарю вас за то, что досмотрели видео до конца. Это значит, что вы заботитесь о себе и своем здоровье. Напомню, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Так вы помогаете этому видео дойти до тех, кому оно действительно нужно. Берегите себя, прислушивайтесь к своему телу, и пусть легкость станет для вас нормой, а не редким исключением. До новых встреч на канале «Доктор Здоровья».